Всем привет, с вами Виктория Аню. В этом видео у нас товары с платформы Wildberries для кухни, для дома, для красоты, две полки в ванную, депилятор, фен а-ля Dyson и много чего еще по мелочи, и также немного вкусняшек. Если вдруг вас что-то заинтересовало, оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Начну я, пожалуй, с полки для ванной, а точнее на штангу душа. Полка полностью выполнена из пластика, и тут стоит отметить, что пластик довольно хорошего качества. Черная решетчатая вставка съемная, это для того, чтобы было легко мыть полку. Тут такие вот два болта, при помощи которых затягивается полка на штанге непосредственно. И также есть крючки, за которые можно повесить мочалки, или еще что-нибудь. А также сбоку есть такой держатель для душа. Данную полку можно установить на круглую штангу, если ее диаметр составляет от 19 до 27 миллиметров. У продавца, кстати, есть в наличии такая же полка для квадратной штанги. Установка много времени не займет, достаточно открутить два болта, снять такую съемную часть, приставить к штанге и, собственно, закрутить эти два болта. На мой взгляд, это отличная полка для организации пространства именно в душевой кабине, так как на эту полку можно поставить шампуни, бальзамы, какие-то скрабы, гели для душа, и полка, то есть она выдерживает до 5 килограмм. Полка легко моется, не боится агрессивных жидкостей, ну а сама платформа в виде решетки, собственно, обеспечит как бы быстрое высыхание, и вода не будет задерживаться долго на полке. Также удобно то, что у полки есть с трех сторон бортик, благодаря которому средства, которые вы установите на полку, не будут падать. Как по мне, это отличное сочетание цены, качества и функционала для организации пространства хранения именно в душевых кабинах. Дальше речь пойдет о полке, которая, на мой взгляд, может вписаться в любую комнату, на кухню, в ванную, в спальню, в общем, везде, где вам нужна такая вот не широкая, но длинная полочка. Эта полка уже металлическая, окрашена в белый цвет. Тут в комплекте идет инструкция, как подвесить ее. Также в комплектацию входят два шурупа, заглушки и герметик. К качеству полки у меня нет абсолютно никаких вопросов. Работа по металлу выполнена безупречно, края отлично обработаны, я не знаю, там зашлифованы, как это правильно сказать. В общем, нигде ничего не царапается, не цепляется, все гладенько. Два отверстия в полке для того, чтобы закрепить ее к стене. И, как я уже сказала, в комплект входят два шурупа и заглушки. Но я изначально не хотела сверлить дыры в своих стенах, поэтому у этого же продавца заказала самоклеющиеся винтовые крепежи. Такой самоклеющийся крепеж по заявлению продавца может выдержать 10 килограмм. А для тех, кому нужно повесить что-то такое тяжелое, возьмите на заметку. Если вы не хотите делать дырки в своих стенах, то такая штука, на мой взгляд, очень-очень пригодится. В комплекте два крепежа, и, если честно, в моем доме на таких винтиках уже много что висит. Примечательно то, что основа прозрачная, и неважно, какого цвета у вас стена, вот этой вот прозрачной основы ее будет практически не видно. Сейчас на своих экранах вы видите два крепления, одно вот побольше, одно поменьше. Вот на этих маленьких креплениях, на них можно повесить, там, например, фоторамку. Но вот эти вот большие крепления, они все-таки действительно выдерживают, такое вот что-то потяжелее. Ну, вот как в данном случае, например, да, металлическую полку со всем ее содержимым точно выдержит.
Единственное, перед тем, как приклеивать крепеж, поверхность нужно очень хорошо обезжирить. Причем желательно это сделать действительно обезжиривателем, а не водкой. Эти обезжириватели, они не так дорого стоят, но за счет этого, ну, вот эти вот крепежи, они действительно очень хорошо держатся и выдерживают, ну, приличный вес. Приклеила крепеж, и теперь пальчиком просто пытаюсь, ну, вот как-то по максимуму выгнать воздух между стенкой и вот этой вот прозрачной основой. Установила полку, и как вы сами видите, вот этой вот прозрачной основы ее практически не видно. Быстро, удобно, надежно. А самое главное, если я вдруг решу перевесить полку, я просто нагреваю крепеж феном и отклеиваю. К сожалению, на сегодняшний день такого товара нет у продавца, но у этого продавца есть полки уже с вырезом для крана. Я оставлю артикул и ссылку именно на полку с вырезом. Дальше речь пойдет о фене для волос. Характеристики данного фена, заявленные производителем, довольно внушительные. Мощность 1600 Вт, 110 тысяч оборотов в минуту, поток воздуха 46 метров в секунду. Фен был очень хорошо упакован, знаете, там вот коробка в коробке и еще все в коробке. В общем, все пришло в целости и сохранности. В комплектацию входит инструкция по применению, 5 различных насадок и держатель, который можно установить на стену при помощи двухстороннего скотча и, собственно, этот фен вешать на этот держатель. Сам фен не тяжелый, вес без насадки составляет 300 грамм, ну и по размерам он довольно компактный, в длину 30 сантиметров, в ширину 7 сантиметров, то есть такой фен удобно брать с собой куда-то в поездку, много места не займет. У фена 3 режима скорости – быстрый, стандартный и бережный. Также в фен встроен защитный фильтр, который предотвращает попадание волос и пыли. Фен очень легко держать в руках, и так как он легкий, рука не устает во время сушки волос. Также фен имеет 4 уровня нагрева: 100 градусов быстрая сушка, 80 градусов стандартная сушка, 60 градусов бережная сушка и 28 градусов это холодный поток воздуха. Насадки при необходимости легко и быстро меняются, так как держатель магнитный. Кстати, по заявлению производителя, данный фен 40 раз в секунду измеряет температуру подаваемого воздуха. Представляете? То есть он вот таким образом регулирует нагрев для того, чтобы не было вот этого самого перегрева. Длина провода, на мой взгляд, очень даже хорошая, 2 метра 70 сантиметров. То есть это вполне достаточно для того, чтобы комфортно сушить волосы. Несмотря на свою мощность и силу потока воздуха, не могу сказать, что фен работает как-то очень шумно. Нет, довольно умеренно. Но вот поток воздуха действительно настолько мощный, что вот все, что попадает в пределы, в радиус, да, вот этого вот потока, все летит направо и налево. На рукоятке две кнопки. Первая включение-выключение, вторая холодный обдув. И очень удобно переключать эти кнопочки в процессе сушки волос. Справа на корпусе кнопка, которая меняет температуру воздуха, а слева кнопка, которая меняет скорость обдува. При переключении температурного режима или скоростного режима загораются также вот дополнительные индикаторы от 1 до 3. Ну а в нижней части рукоятки находится тот самый воздушный фильтр. На мой взгляд, это достойный аналог по бюджетной цене, и рассматривать такое приобретение можно также и в качестве подарка. Дальше мы с вами протестируем инновационный депилятор Ластик. Данный ластик предназначен для бережной и безопасной депиляции без дополнительных косметических средств. Вот именно так позиционирует этот продукт производитель. Цена бюджетная, и, конечно же, мне очень хотелось его опробовать. На коробочке есть иллюстрированная инструкция по применению, а также указаны меры предосторожности. Данным ластиком не рекомендуется пользоваться на чувствительных участках кожи,
таких как лицо, подмышках. И первое применение должно быть на руке. То есть нужно попробовать сначала на руке и посмотреть, каков будет эффект, результат и не будет ли никакого раздражения. Первым этапом кожу необходимо немного распарить теплой водой. Затем легкими круговыми движениями мы вот этим вот ластиком проводим по коже. И, собственно, на этом этапе волоски удаляются. После чего обязательно нужно использовать какой-нибудь лосьон, крем, увлажняющий, питающий. В общем, тот, который успокоит вашу кожу. По поводу бережной депиляции мне сложно судить, так как вместе с волосками, знаете, вот этот ластик, он еще и отшелушивает вот этот вот роговевший слой кожи. То есть чешуйки, они в принципе видны. Плюс это или минус, это вам судить. Просто имейте в виду, что вместе с депиляцией вы еще и получаете такое как бы скрабирование тела. По поводу безболезненно я согласна, но будьте осторожны, если у вас на коже есть ранки, вот, например, у меня есть такие царапки от моей кошки, и вот если по вот этим царапкам проходить этим ластиком, то, ну, ощутимо так болезненно. Вообще у этого ластика наноабразивное покрытие, и оно мне очень напоминает нанопилочку, при помощи которой можно запечатать натуральные ноготки. У меня есть нанопилочка от Stalex, и вот если им подпилить торец, то он будет прям блестеть, такой вот глянцевый-глянцевый. Так вот, у вот этого эпилятора точно такой же эффект. Не знаю, справится ли этот депилятор с более жестким и толстым волосяным покровом, но вот с моим справился. У меня никакого раздражения не возникло. После эпиляции я, конечно же, ну, помазала область кремом, и в принципе все в порядке. Рекомендуется пользоваться этим ластиком 2-3 раза в неделю. В принципе, этого вполне достаточно для того, чтобы ну, вот, как-то избавиться от ненужных волос. У меня вросших волос нет, но производитель уверяет, то, что использование данного ластика в итоге приводит к уменьшению вырастания волосков в кожу. Следующий товар – это силиконовая мыльница для кускового мыла. И я понимаю то, что для многих этот товар уже давно не актуален. Да я и сама приобретала эту мыльницу вообще не для ванной. Тем не менее, для тех, кто пользуется кусковым мылом, скажу, что данная мыльница не скользит, мыло на ней хорошо держится, вода стекает непосредственно в раковину, много места не занимает. В общем, мыльница, как мыльница, абсолютно спокойно справляется со своей задачей. Ну, а я приобретала эту мыльницу в качестве держателя для кисточек. И вы знаете, на сегодняшний день это самый удачный держатель. Одновременно можно установить 7 кисточек, ну или карандашей, или фломастеров, для того, чтобы они не катались по столу. К тому же данную мыльницу можно использовать и в качестве такой палитры для смешивания цветов. У продавца эти мыльницы представлены в различных цветовых решениях. Я выбрала белую именно для того, чтобы ее также еще использовать и в качестве палитры. И даже если гель-лак, например, да, заполимеризовать на этой мыльнице-держателе, то ничего страшного, очистить ее очень-очень легко. С обратной стороны выемки поглубже, поэтому эту мыльницу можно использовать в качестве палитры, например, акварельных красок, ну вот или просто красок, чуть-чуть вот жидкости туда налили, ну вот, например, да, там, и то есть у вас получается вот таких вот 7 ячеек, то есть 7 цветов вы можете вот так вот как-то между собой смешивать, ну, в общем, принцип, я думаю, вам понятен. Я понимаю, что для многих, скорее всего, эта информация вообще не нужная, но я решила показать, рассказать, вдруг кому-то пригодится. Дальше речь пойдет о ореховом соусе. В бутылочке 470 мл соус изготовлен по японской технологии из арахиса и кунжута высшего качества.
На этикетке указан состав, срок годности 12 месяцев, температурный режим хранения, максимальная температура хранения плюс 25 градусов, минимальная температура хранения 0 градусов. Бутылочка изначально зафальцована, тут крышка и такой узкий носик для дозированной подачи. Данный ореховый соус, знаете, имеет такой вот сливочный, мягкий, такой вот нежный, натуральный вкус. Причем орешки очень сильно, ну, как чувствуются, прям ощущаются. По консистенции соус густой, ну вот прям совсем не жидкий. Дело в том, что я очень люблю ореховый соус. Вот этот соус, он действительно вкусный. Сейчас многие скажут, что вот куда этот соус, только в салат чука, да, например, вот. Но на самом деле этот соус придает, знаете, такую вот пикантную нотку любому блюду. Даже вот салат, огурцы, помидоры, чуть-чуть добавили этого соуса, и вот уже получается что-то такое, знаете, сливочное, причем тут еще вот орехово-сливочное такое. Ну вот у меня аж прям слюнки потекли, очень вкусно. А вот следующий соус стал для меня недавним открытием. Это устричный соус. Производитель тот же, такая же баночка объемом 470 миллилитров. Данный соус готовится из ферментированного устричного сока и натурального соевого соуса. За счет этого ну, получается такой насыщенный устричный вкус и одновременно соленовато-соевый. Данный соус отлично подходит как к морепродуктам, так и к мясным продуктам. Причем неважно, какое мясо – курица, говядина, свинина, баранина. К тому же этот соус ну, вот, отлично подходит к различным ну, травкам, там, да, салатам. В общем, если вам нравятся блюда, вот знаете, такие вот немного сладкие, немного соленые, то вот присмотритесь к этому соусу. У данного соуса довольно густая, однородная текстура. И вот открытием для меня было именно то, что любое мясо, которое вы замаринуете с этим соусом, будет просто восхитительным на вкус. Очень вкусными получаются крылышки барбекю. Сейчас вот я мариную говядину, при этом много соуса не нужно. Соус не водянистый, то есть он не стекает, знаете, с мяса, которого вы маринуете. И за счет своего вот этого вот цвета такого аппетитного, после приготовления ваши блюда, они тоже такие прям поджаристые, очень красивые получаются и мясо, и крылышки. Раньше я делала маринад для мяса, соевый соус, мед, чеснок, соль. И вот этот соус, он полностью заменяет вот этот маринад. Даже вкуснее с этим соусом получается. Ну и завершит обзор коробка пастилы. Вес продукта 250 грамм, срок хранения 12 месяцев, коробка красочная, яркая, в принципе, можно рассматривать и в качестве подарка. На упаковке указан состав, ну, температурный режим хранения, максимальная температура хранения плюс 25 градусов, минимальная 0 градусов. По заявлению производителя, данная натуральная фруктовая пастила готовится по особой технологии, сохраняя натуральный вкус и пользу ингредиентов. Пастила, ну то есть вот фруктовое пюре, сушится при температуре от 35 до 42 градусов. При этом вот это вот фруктовое пюре усыхает в 6 раз. Если говорить о пастиле из детства, то именно такой я ее и помню, вот такие тонкие пластинки. На вкус, ну, довольно неплохо. В детстве, конечно, было вкуснее. Тем не менее, когда мне хочется сладкого, я очень часто беру вот именно пастилу, ну, либо горький шоколад. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну, а я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!